Ребята, привет! Привет, друзья! Вы на канале Отос, и сегодня мы приехали в очень интересное, странное, загадочное место, да. Мы вот на поле приехали. Да, Марта тут снимает, вот вам показывает с лицевой стороны. Мы приехали на поле. Урожай весь собрали. Да, это хорошо, что нам не нужно идти через урожай. Да. И здесь находится ДОТ. Долговременная огневая точка. ДОТ. Иногда долговременная оборонительная точка. Отдельное малое капитальное фортификационное сооружение из прочных материалов, предназначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами из защищенного помещения боевого каземата. Теперь, как вы имеете представление, что такое ДОТ, так вот, сегодня мы приехали в перевернутый ДОТ. Да. У него довольно загадочная история, потому что непонятно, почему он перевернутый. Есть теория, что его либо пытались взорвать, либо тянули техникой из поля, чтобы убрать, чтобы не мешало посевам, уборке урожая, но так и не смогли его сдвинуть с места. То есть он перевернулся и остался боком, вот прямо на углу стоять посреди поля. Поэтому мы хотели бы вам его показать, и, возможно, у нас удастся при помощи госрадаров, хотим сегодня попробовать поискать там потусторонние параллельные сущности, и, может быть, даже попробуем выйти на контакт, да, если что-то мы такое интересное заподозрим. Поэтому отправляемся в интересное военное путешествие. Одевай каску, одевай пилотку. Да, вот, поэтому, ого, какой он прикольный. Я никогда тут не была, хотя, в принципе, живу так недалеко, но я о нем слышала. Ребята, вот так вот он смотрится, он просто стоит на боку, и вот это вот вход. Серьезно, туда надо лезть? Да. Туда надо лезть. Да, туда. Сейчас мы включим свет. Это очень-очень... Я когда здесь была один раз... Подожди, он реально? Он реально на боку стоит. Я просто в шоке. Вот с этого ракурса, кстати, очень хорошо видно, что он просто стоит боком. Хорошо видно, что он просто стоит боком. Вот это Алена, да. как твои впечатления? Я в шоке просто, я в шоке. Ребята, Это истерический смех. Это реально истерический смех, потому что это такая махина, это такое тяжелое вообще сооружение. Неизвестно почему, до сих пор непонятно, почему он стоит на боку. Поэтому мы сейчас пойдем внутрь, включим свет, покажем, что находится внутри, и включим госрадар, посмотрим, Да. есть ли здесь кто-то еще из мира духов обитает или нет. Да. Ну, по крайней мере, мы не сильно верим в эти радары в телефоне. Да, Но мы попробуем. нас просили об этом, поэтому мы попробуем что-нибудь для вас заснять. Да, ну и может быть, кстати, у меня есть типа не ЭГФ, а диктофон еще. Вот, сейчас, короче, будем То есть экспериментировать. будем экспериментировать, поэтому вы давно просили нас, мы к вам прислушались. Да, отправляемся внутрь. Блин, как же туда залезть? Как? Через дверь вон. В общем, ребята, я нашла свой старый телефон. Он еще рабочий, еще экранчик как новенький, поэтому будет хорошо видно. Надеюсь, что я его не разобью. В общем, установила море разных приложений. Будем пробовать. О, блин, капец. Стрёмно, да? Мне стрёмно, что он может перевернуться. Блин, здесь могильные цветы, Алена. Да ну нафиг, ты что? Реально. Погоди. Вон, смотри, искусственные цветы могильные. Я же тебе говорю, что здесь, блин. Капец какой. Я захожу, у меня уже такое головокружение легкое. Что такое? Заходи. Будьте как дома, как говорится. Ну просто надо держать эту оборону. Ой, блядь. Так, вот так вот ровно стоишь. Но вы видите, под каким углом это все происходит? Вот, я держу телефон, ребята, ровно. Сейчас я возьму вот так вот.
Вот, то есть вы видите, я держу ровно, под каким углом стоит Алена. Обалдеть. Ты как стоишь. Подожди, я уже хочу это тоже заснять. Ой, я ушла. Реально, вестибулярный аппарат просто... Сказала до свидания, вообще. Обалдеть. Я в да? шоке. Нужно разобраться, ребята, чтобы вы понимали, это под углом... Я падаю. Вот сюда нужно как-то забраться, ребята, чтобы вы понимали, это под углом 45 градусов. Так, здесь надо руки, чтобы были свободны. Да. Я потом достану. Здесь надо как-то по очереди, по одному забираться. Я в шоке. Держи свет. Сейчас я наверх заберусь. Так, Потом я ты- обопрусь. Потом ты заберешься. Я все заберу. Ох, бляха, ребята. Как тут тяжело находиться, реально, вестибулярка просто шалит. Как сюда еще залезть-то? Ой. Ой. Я в шоке. Полезешь? Как туда пробраться? Да как будто, блин, космос какой-то, держи. Давай свет. Как будто пьяный вообще. Как будто пьяный. Ой, ё-моё, тут скользко. Тут очень скользко. Я так не смогу. Так. Ребята, окошко в небо. Жесть какая. Здесь надо прям упираться в стену. Здесь такой скользкий пол какой-то. Ну, потому что Ой, блядь. это песок. Обалдеть. Ой, блядь. Назад тут только съезжать. О! Обалдеть. Я просто в шоке. Могла заснять. Ай, Вот бля. как. Голова кружится, капец просто. Как это выглядит. И вон там за тобой еще какая-то комнатка. Ага, ну туда не пройти. Так, а там что? Тупик. Тут тупик, да? Ага, все. То есть он небольшой сам по себе. Нет? Небольшой. Ладно. Госдетектор. Так, очень трудно. Вообще шатает вообще вот так вот. И прям. В общем, вот, ребята, Госрадар. Так, в общем, вот, ребята, здесь Марта, вот вы видите, он ищет. Звуки такие не очень приятные. Погромче сделаем. Хочется прямо опереться на стену. Ой. Так, попробуем эту комнату навести. Ghost signal acquired. Это что значит? Да мурашки, вон, ты посмотри. Я вижу. Охереть. Ты видишь, он девка? В общем, ребята, вы видите, да? То есть... И бабочка вылетела. Обалдеть. Видите, да? То есть... И бабочка вылетела. Обалдеть. Что в той комнате? Я уже здесь представляю, что находится в той комнате. Все, оно пропало. Бабочка улетела, слушай, и пропала. Вообще, ребята, вы поняли? Может, эта штука работает? Но, если честно, у меня побежали мурашки. Сейчас, когда этот, типа, тень, ну, там, понятно, что это картинка просто вставлена, но сам факт. Попробуем сейчас другое приложение. Здесь кто-нибудь есть? Немного выше, если что это видишь. Вот она, когда спокойно так, вот я говорю, видишь, он начинает что-то... Ну, если честно, я не понимаю, что это значит. Здесь кто-нибудь есть?
Короче, что это херня? Здесь тут меньше. А вот там, куда бабочка вылетела, Тоже тут 3 лампочки. туда может быть менять? Тут 1. В общем, эта комната какая-то загадочная, ребята. Не, ну 1 лампочка. Здесь кто-нибудь есть? Здесь опять видишь растет. Ну. Надо заглянуть, мне кажется, как-нибудь попробовать. 3 лампочки. Ну, в общем, это место, ребят, какое-то загадочное. Я думаю, что все видят. Всем все понятно. Так. Попробуешь туда заглянуть? Ну да, если ты свет поддержишь. Только я не знаю, конечно, как. Сейчас буду держаться как-то. Я не знаю, как, ребята. Чтобы вы понимали, здесь просто горка. Держись. Я лежу просто на стене сейчас. А дверь можно закрыть? Я на тебе? Да ну, ты что, не надо. Потом не открою? Она на соплях держится, еще пришпандорит, блин, нас. Ё-моё. Ну ты лучше на нее не опирайся, потому что она уже вся заржавела и... Я тоже так думаю, но... Что-нибудь там есть? Там тоже, ребята, ржавая дверь. И я не смогу туда прям пробраться. Ой. В общем, там тоже просто комнатка. Там, Тихонько, сзади тебя вот этот там штырь. больше дверей никаких нету. Поэтому, ребята, туда лезть просто рискованно, потому что здесь везде, смотрите, какой металл острый. Мы, наверное, будем Тихонько. слазить отсюда каким-то образом. Может, в окно вылезем. Что написано? 2К 10. 2К 10. Здесь были... Где ты что видишь? Я не вижу. А, выцарапано. Здесь были... Непонятно кто. Ой. Так. Давай, пробуй. Главное, не упади. На жопу, да? Я думаю, спускаться тут полегче, чем подниматься. Ой, блядь, если бы еще не были такие скользкие. Такие скользкие эти. Супер сложно. Сейчас будет спускаться женщина. Держись за все, потому что здесь вот очень сильно скользкий пол. Наш шпагат можно съесть, слушай. Обалдеть, я в шоке. О, как ты стоишь! Я так стояла! И ты сейчас так же стоишь, да? Подожди. Вот. Там стояла я, а теперь там стоит Марта. Я в шоке, это я так стояла. Ты так сейчас и стоишь. Да? Да. Блин, как прикольно. Ну ладно, выходим. В общем, ребята, Ничего сильно мистического мы тут не нашли. Мы этим приложениям не особо доверяем. Но сам факт. мы их испробовали, да. И на самом деле место удивительное. Да, это точно. Были небольшие мурашки, когда это приложение обнаружило призрак и вылетел потом мотылек. Это было, как 2 знака одновременно. Все равно какие-то сомнения закрадываются. Но мы не будем перебегать дальше к вызовам каких-либо духов, потому что мы историю толком не знаем. Понятно, что это военное сооружение, и тут могли быть какие-то военные действия, к нам может прийти дух там солдата какого-нибудь или опять-таки домовой. Но я думаю, что... Лишний раз, да, не надо тревожить, если не знаем ни историю, ни подтекста, просто так, ради прикола мы не будем никого вызывать, показали вам место,
Место прикольное, место Да. классное. Место обязательно должно сопровождаться вашим лайком. Да, подпиской, колокольчиком. Обязательно делитесь видео в наших соцсетях. Не забывайте подписываться на нашу спонсорскую площадку Boostik. Да, и не забывайте подписываться на нашего друга, искатель призраков. Тоже мальчик снимает очень интересный своеобразный контент, как мы приблизительно, про духов, про мистику, про всякие истории. Поэтому ссылка в описании, тоже подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока!